И снова здравствуйте, дорогие мои друзья и случайные гости моего канала. Сегодня мы наконец-то с вами подробно познакомимся с замком Мариенбург. Мы были в Мариенбурге 1 октября 2021 года, и на удивление у нас была прекрасная погода. Вообще, прошлый год погода была весь год серая и дождливая, и только в сентябре и начале октября были теплые солнечные деньки. Ну, как раз в это время у нас на севере был шторм, и мы из дождя, ветра приехали сюда в теплую солнечную погоду, как в сказку. И вот мы с вами подъехали к замку Мариенбург, расположенном на горе Мариенберг. А натуральные камни, но не сложенные. Думаешь, сложно? Да. Эти оба названия восходят к слепому королю ганноверскому Георгу V, который подарил этот замок и гору своей жене Марии на ее 39-летие. Кстати, вот здесь стоит такой автомат, который из 5-центовой монеты делает такую сувенирную медаль с изображением короля Ганноверского и замка Мариенбург. Такие автоматы часто стоят около туристических достопримечательностей. И вот между деревьев уже проглядывает замок Мариенбург. Мы сейчас с вами к нему подойдем, прогуляемся вокруг замка немного, подойдем к его башням, неприступным стенам, а потом зайдем внутрь. Как я уже сказала, Мариенбург и гора Мариенберг были подарены королем своей жене на ее 39-летие. Замок должен был служить летней деревенской резиденцией, охотничьим домиком, а позже резиденцией вдовы. Георг V дал этому Рейбергу, этой горе, новое название Мариенберг в акте дарения. И он назвал запланированный замок Мариенбургом. Оба имени содержат имя его жены Марии, как вы заметили, да. Замок этот на 130 комнат, расположен на высоте 135 метров на юго-западном склоне Мариенберга. Он создавал впечатление исторического замка, благодаря башням и бойницам, зубчатым стенам, мощным воротам и рву с подъемным мостом и решеткой. Несмотря на воинственный вид и укрепление было весьма прозаические задачи. Например, могучие бастионы служили ледяным погребом, а высокие сторожевые башни – вольерами и конюшнями для любимых козлов княгини Марии. И когда король Ганноверский Георг V подарил этот замок Мариенбург своей жене, он даже не подозревал, что его знак любви однажды станет одним из самых впечатляющих памятников неоготики в Германии. Между 1858 и 1867 годами этот замок был построен на вершине легендарной горы Мариенберг, про которую говорили, что ее населяют гномы. Этот неоготический замок его владелица сразу же полюбила и назвала моим маленьким Эльдорадо. Но судьба распорядилась иначе, подобно тому, как король, который был слеп с ранней юности и никогда не смог увидеть свой подарок собственными глазами, так и его любимой жене Мари никогда не суждено было его там нормально жить. В 1866 году, еще до того, как дворец был завершен, прусаки вынудили короля Георга V и его сына бежать в Австрию, а чуть позже королева переехала в свой дворец с 2 дочерьми. Уже в 1867 году королева Мария, разрываясь между родным домом, тоской по мужу и политическим давлением, последовала за своим королем в изгнание в Австрию и больше никогда не увидела свое Эльдорадо.
как частная собственность королевы, дворец не был экспроприирован Пруссией после аннексии Ганноверского королевства. Он остался во владении вельфов. Королева Мария управляла и проживала в замке Мариенбург вместе со своим придворным персоналом только в течение 1 года. Затем замок погрузился в глубокий сон, в котором пережил кризисы и войны, пока 100 лет спустя в нем не был основан музей. Замок Мариенбург с 2004 года находится в частной собственности потомственного принца Ганноверского Эрнста Августа фон Ганновера-младшего. К этому времени замок уже обветшал, и стала необходимость капитального ремонта, который невозможно осуществить за счет доходов музея. Поэтому владелец искал способы сохранить замок. В 2020 году Эрнст Август фон Ганновер передал замок и его инвентарь специально созданному фонду замка Мариенбург. Фонд получил финансирование для необходимой реставрации уникального замка. Федеральное и местное правительство вместе выделили более 27 миллионов евро. Ремонтные работы должны начаться как можно скорее, и планируется закончить их к 2030 году. А мы с вами как раз стоим у подножья замка, у подножья его крепостных стен. Так сказать, ходим тропами гномов. Прогулявшись у подножия крепостных стен, мы с вами давайте войдем в замок. Как вы заметили, у входа сидят гномы на страже, охраняет вход в замок Мариенберг. И в настоящее время в замке находится ЗАГС. И проводятся регистрации браков, свадебные церемонии и другие мероприятия. Вот табличка как раз стоит, что Паттенцен, Штандазам, то есть ЗАГС города Паттенцен, находится в этом замке. Мы с вами давайте войдем внутрь и окунемся в эту атмосферу историческую. Вдохнем старину. Мы с вами немножко прогуляемся по двору замка, поднимемся на башню и полюбуемся сверху с башни на окрестности и на замок сверху тоже. И кроме того, мы с вами посетим музей, но посещение музея я сделаю отдельное видео, чтобы сильно вас не утомлять, потому что это будет слишком длинное видео, слишком утомительно смотреть. Поэтому видео с музеем выйдет отдельно. И вот мы с вами заходим во внутренний двор. Это сказочное место, там ощущаешь себя как в сказке. Такое ощущение, что ты попал в какой-то сказочный мир. Вот это сейчас была башня, на которую мы тоже с вами поднимемся, и сверху будем наблюдать за окрестностями и за двором замка. А я умолкаю, не буду вас отвлекать от созерцания этого сказочного места.
Ну, невозможно вдумаль нагуляться и налюбоваться на это место. Здесь можно не то что часами, днями гулять. Вот, кстати, впереди, там левее от ветряных мельниц находится, стоит башня. Это телевизионная башня в городе Ганновер. То есть вот в той стороне находится Ганновер. А мы с вами увидимся еще в музее замка Мариенбург. Мы там посетим залы, мы посетим кухню, мы посетим капеллу замка Мариенбург. Всем счастья, здоровья и добра. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!